Корейская индустрия известна тем, что актеры постоянно меняются, и не только внешне. С годами они переживают тяжелые испытания, пробуют разные жанры и показывают зрителям новые стороны своей личности. Сегодня мы расскажем о 10 корейских звездах, которых публика едва узнала спустя годы. 10-е место в нашем топе – Ли Дон Ука. Ли Дон Ука – это актер, который прошел путь от романтических образов до настоящего символа харизмы и зрелости. В начале своей карьеры он играл в легких дорамах, где чаще всего был нежным и добрым героем. Его молодое лицо, мягкая улыбка и обаяние сделали его любимцем зрительниц. Но со временем актер понял, что оставаться только романтическим принцем нельзя. Переломным моментом стала роль ангела смерти в драме «Гоблин». Там Ли Дон Ука показал публике совершенно новую сторону. В его глазах появилась глубина, трагичность и холодная загадочность. Эта роль принесла ему вторую волну популярности и закрепила за ним статус не просто актера Дорам, а большой звезды. Дальше его карьера пошла по новому пути. Он все чаще стал выбирать серьезные и мрачные проекты. В последних работах зрители увидели его более строгим, уверенным, даже опасным. Его образ заметно изменился. Теперь это не только красивое лицо, но и актер, способный перевоплотиться в сложного, глубокого персонажа. Сегодня Ли Дон Ука – это пример того, как актер с годами может не потерять популярность, а наоборот, приобрести новую силу. Его называют мужчиной, в котором соединились элегантность и сила, и именно эта трансформация сделала его достойным места в нашем топе. 9-е место в нашем топе – Ли Чон Сок. Ли Чон Сок – один из тех актеров, чьи изменения заметили даже самые далекие от корейских дорам зрители. В начале своего пути он выглядел как типичный бэби-фейс – мягкие черты лица, юношеская невинность и легкая застенчивость. Именно таким его запомнили в драме «Скул» 2013-го, где он сыграл трогательного школьника. Тогда он был символом молодости и нежности, и зрительницы видели в нем идеального мальчика соседней парты. Но годы и опыт изменили его. После службы в армии Ли Чон Сок вернулся совсем другим человеком. Его внешность стала более мужественной, взгляд – серьезным, а голос обрел твердость. Эти изменения проявились особенно ярко в драме «Биг Маурт», где он сыграл адвоката, оказавшегося втянутым в смертельно опасную игру. Там он был уже не тем милым юношей, а зрелым и холодным мужчиной, готовым бороться за жизнь и правду. Важно и то, что публика почувствовала разницу не только во внешности, но и в актерской подаче. Ли Чон Сок начал играть более глубокие и напряженные роли, где нужно показать внутренний надлом и силу характера. Его улыбка, которая раньше выглядела по-детски искренней, теперь несет в себе оттенок таинственности. Сегодня Ли Чон Сок – это символ того, как с годами из «мальчика» может вырасти настоящий мужчина с сильной харизмой. Его трансформация вдохновила многих и доказала, что время может быть союзником, если уметь меняться. 8-е место в нашем топе – Гон Ю. Гон Ю – актер, которого можно смело назвать легендой корейского кино и телевидения. Его путь – это наглядный пример того, как годы меняют не только внешность, но и внутренний мир актера. В самом начале его карьеры зрители влюбились в него после дорамы «Кофейная принцесса». Там он предстал легким, обаятельным и немного дерзким парнем, который мгновенно стал национальным любимцем. Его образ был полон энергии, романтики и свежести, и публика воспринимала его как вечного мальчика с харизмой. Однако время внесло свои изменения. Гон Ю стал все чаще выбирать проекты с более серьезной и даже трагической атмосферой. Фильм «Поезд в Пусан» стал поворотным моментом. В нем актер показал глубину, драматизм и умение держать зрителя в напряжении до последнего кадра. Там он был не просто героем, а символом жертвы и человечности. Дальше последовали новые проекты.
камео в игре в кальмара показала его в неожиданной роли, где одним взглядом он смог создать атмосферу напряжения и опасности. А в научно-фантастическом сериале The Silent Sigon Yu уже окончательно закрепил за собой образ зрелого, серьезного и загадочного актера. Внешне он тоже изменился. Если раньше его улыбка ассоциировалась с легкостью, то теперь она стала редкой и многозначительной. Его лицо обрело более строгие черты, а стиль – элегантность и силу. Сегодня Гон Ю – это актер, который сумел превратиться из милого романтического героя в символ зрелости и харизмы. Его изменения заметили все, и именно за эту трансформацию он заслуженно занимает свое место в нашем топе. 7-е место в нашем топе – Ким У Бин. Ким У Бин – это актер, чья история изменений наполнена не только карьерными поворотами, но и личной драмой. В начале пути он был моделью и быстро ворвался в индустрию как плохой парень экранов. Его ярко запомнили в дораме «Школа» 2013-го и особенно в «Наследниках», где он сыграл дерзкого, самоуверенного, но харизматичного героя. Тогда его образ был символом юношеской бунтарской энергии. Но в 2017 году жизнь актера резко изменилась. Ему диагностировали редкий вид рака – назофарингеальную карциному. Это стало огромным ударом как для него самого, так и для его фанатов. Он полностью остановил карьеру и сосредоточился на лечении. Многие боялись, что он уже не вернется на экраны. Однако годы борьбы сделали его другим человеком. Когда Ким У Бин вернулся к работе, зрители увидели уже не того дерзкого парня, а мужчину с глубиной и внутренней силой. В драме «Our Blues» он сыграл трогательного героя, а в постапокалиптическом проекте «Black Knight» появился в образе воина, готового бороться до конца. Внешне он тоже сильно изменился. Его лицо стало более худым, черты резче, а взгляд серьезнее и мудрее. Даже его улыбка теперь выглядит иначе, в ней меньше легкомыслия, но больше тепла и человечности. Сегодня Ким У Бин – это не просто актер, а символ силы духа. Его история вдохновляет, потому что он смог пройти через тяжелые испытания и вернуться еще сильнее, чем раньше. Именно поэтому он занимает 7-е место в нашем топе. 6-е место в нашем топе – Ю Йон Сок. Ю Йон Сок – актер, которого публика полюбила далеко не сразу. В начале своей карьеры он чаще всего получал роли антагонистов, и зрители видели в нем скорее плохого парня. Одним из первых ярких примеров стал фильм «Оборотень мальчик», где его персонаж вызывал ненависть у зрителей. Тогда Ю Йон Сок ассоциировался с холодом, жестокостью и неприятными героями. Однако с годами ситуация изменилась кардинально. Он сумел доказать, что его талант не ограничивается игрой злодеев. Переломным моментом стала дорама Hospital Playlist, где Ю Йон Сок сыграл добродушного и искреннего врача. Зрители впервые увидели его с другой стороны – заботливого, мягкого и человечного. Этот проект полностью изменил отношение публики к нему. Его внешность также претерпела изменения. Если раньше он выглядел как типичный, строгий красавец с тяжелым взглядом, то теперь в его образе появилась теплота. С годами он стал ассоциироваться не с холодными злодеями, а с надежными и добрыми героями, которым хочется доверять. Особенно зрителей удивляет его умение перевоплощаться. В одном проекте он может быть теплым и добрым, а в другом снова появиться в роли опасного и мрачного персонажа. Это доказывает, что Ю Йон Сок стал актером универсального масштаба. Сегодня Ю Йон Сок – это пример того, как упорство и смелость пробовать новое могут полностью изменить карьеру. Его путь от ненавистного злодея до любимого публикой героя делает его достойным 6-го места в нашем топе. 5-е место в нашем топе – Чи Чан Ука. Чи Чан Ука – актер, которого долгое время называли королем романтических драм. В начале своей карьеры он завоевал популярность благодаря ролям в таких проектах, как «Императрица Ки» и «Хиллер». Там он предстал в образе обаятельного, смелого,
но при этом романтичного героя, который легко покорял сердце зрительниц. Его лицо, полное искренности, и мягкая улыбка сделали его символом Дорам о любви. Но со временем Чи Чан Ука захотел сломать привычный образ. Он начал искать проекты, которые позволили бы ему раскрыться по-новому. Постепенно его роли становились более сложными и многогранными. В триллере K2 он уже выглядел не просто как романтический герой, а как мужчина, готовый бороться и рисковать жизнью. Настоящим же переломом стал проект The Worst of Evil, где он предстал в образе жесткого и опасного персонажа, далекого от привычного романтического образа. Его игра в этом сериале удивила многих, ведь зрители привыкли видеть его как прекрасного принца, а тут он показал суровую, мрачную и почти безжалостную сторону. Внешне он тоже заметно изменился. Его юношеская мягкость уступила место более строгим чертам лица. Его взгляд стал глубже, а стиль – сдержаннее и мужественнее. Сегодня Чи Чан Ука – это актер, который доказал, что он способен на большее, чем просто романтические истории. Он сумел удивить публику и показать, что может быть универсальным и сильным драматическим актером. Именно поэтому он занимает 5-е место в нашем топе. 4-е место в нашем топе – Хён Бин. Хён Бин – актер, который долгие годы остается одной из самых ярких звезд Кореи. Его карьера началась с легких романтических проектов, и в то время он был символом мелодрам. Одной из первых больших работ стала дорама «Моя прекрасная Самсун», где он сыграл обаятельного молодого бизнесмена. Тогда его образ ассоциировался с легкостью, романтикой и классическим шармом идеального мужчины. Настоящий прорыв случился после дорамы «Секретный сад», где Хён Бин раскрыл свой потенциал еще шире. Его романтический герой стал культовым, а сам актер превратился в иконку жанра. Женская аудитория обожала его за утонченность, харизму и образы, полные нежности. Но с годами Хён Бин понял, что оставаться в одном амплуа опасно для актера. Он начал все чаще выбирать проекты, где требовалась сила, харизма и драматизм. Фильмы Confidential Assignment и The Point Man превратили его в настоящего героя боевиков. Его экранные образы стали более мужественными, жесткими и суровыми. Внешность актера также заметно изменилась. Если в молодости Хён Бин был утонченным красавцем с мягкими чертами лица, то теперь он выглядит как зрелый мужчина, полный уверенности и силы. Его стиль стал более строгим и элегантным, а взгляд – серьезным и глубоким. Кроме того, личная жизнь тоже повлияла на восприятие его образа. Его брак с Сон Е Джин и рождение ребенка сделали его еще более зрелым и земным и в глазах публики. Сегодня зрители видят в нем не только актера, но и надежного мужчину, умеющего совмещать карьеру и семью. Хён Бин – это пример актера, который прошел путь от романтического героя до символа силы и мужественности. Именно поэтому он заслуженно занимает 4-е место в нашем топе. 3-е место в нашем топе – Сон Джун Ки. Сон Джун Ки – актер, который прошел один из самых заметных путей трансформации в корейской индустрии. В начале своей карьеры он играл легких, обаятельных и милых персонажей. Его ярко заметили в шоу «Running Man», где он был веселым и беззаботным, а также в исторических драмах, где он выглядел как цветочный мальчик. Тогда зрители воспринимали его как символ юности и романтики. Поворотным моментом стал сериал «Потомки солнца». Здесь он предстал в образе военного капитана, сильного, смелого и харизматичного. Этот проект сделал его международной звездой, но при этом сохранил в нем нотку романтического героя. Однако Сон Джун Ки не захотел оставаться только в этом амплуа. В драме «Винчензо» он полностью изменился. Его персонаж, мафиозный консильери, холодный, хитрый и безжалостный, стал одним из самых неожиданных перевоплощений. Публика увидела, что актер способен играть не только милых и добрых героев, но и сложных антигероев с мрачной харизмой.
Еще одним подтверждением его зрелости стала драма «Reborn Rich», где он сыграл человека, стремящегося к власти и мстящего за прошлое. Взгляд Сон Джун Ки стал серьезнее, интонации жестче, а образ намного более взрослым. Внешне он тоже сильно изменился. Его мальчишеская внешность сменилась мужественностью, а в стиле появились элегантность и строгость. Даже его улыбка теперь выглядит более сдержанной, чем раньше. Сегодня Сон Джун Ки – это актер, который не боится разрушать прежний образ и пробовать новые. Его путь от романтического красавца до харизматичного антигероя делает его достойным третьего места в нашем топе. Второе место в нашем топе – Пак Бо Гом. Пак Бо Гом – это актер, чья трансформация удивила многих поклонников корейских дорам. Когда он только начинал свой путь, публика сразу влюбилась в его мягкую улыбку и искренний взгляд. Его называли «вечным мальчиком», потому что внешне он казался наивным и очень добрым. Именно этот образ помог ему стать звездой в проектах вроде «Ответ 1988», где он сыграл трогательного и скромного героя. В те годы его воспринимали как олицетворение чистоты и романтики. Он был символом юности, и зрительницы видели в нем идеального парня соседнего двора. Но время изменило и самого Пак Бо Гама, и его карьеру. После службы в морской пехоте он вернулся совсем другим. Армия сделала его более зрелым, строгим и сдержанным. В его взгляде появилась глубина, а в манере держаться – уверенность взрослого мужчины. Эти изменения сразу отразились на выборе ролей. В фильме «Уондерленд» он показал более серьезного персонажа, а в драме «When Life Gives You Ten Greens» его игра стала сдержанной и эмоционально насыщенной. Зрители заметили, что он перестал быть только милым мальчиком, а превратился в мужчину, способного играть многослойные роли. Даже внешне его трансформация очевидна. Его лицо стало резче, улыбка спокойнее, а стиль одежды более элегантным. Теперь Пак Бо Гом ассоциируется не с подростковыми историями, а с серьезным и глубоким актерским мастерством. Сегодня он – пример того, как время может превратить юного актера в зрелого мужчину. Его путь вдохновляет поклонников, и именно поэтому он занимает второе место в нашем топе. Первое место в нашем топе – Пак Са Джун. Пак Са Джун – актер, чья трансформация за последние годы стала одной из самых заметных в Корее. В начале своего пути он был скромным и застенчивым новичком. Первые роли показывали его как романтического героя, обаятельного, доброго и слегка наивного. В дорамах начала 2010-х он часто играл мальчика, которого все любят, и зрительницы видели в нем идеального партнера для легких историй о любви. Но настоящий перелом в его карьере произошел, когда он снялся в драме «Итеон Класс». Там он предстал в образе сильного и решительного лидера, который идет против системы и борется за справедливость. Этот образ резко отличался от всего, что он делал раньше, и стал визитной карточкой его зрелости. После этого Пак Са Джун начал меняться еще сильнее. Он попробовал себя в самых разных жанрах, от романтических историй до напряженных триллеров и хорроров. В дораме «Гээн Гэсёнг Кричер» он показал более мрачный и драматичный характер, который окончательно разрушил образ легкого романтика. Кульминацией его трансформации стал выход на мировую арену. Роль в фильме «The Marvels» принесла ему не только новую аудиторию, но и статус глобальной звезды. Из корейского актера он превратился в актера международного уровня, которого знают далеко за пределами Азии. Внешние изменения тоже очевидны. Его юношеская мягкость ушла, лицо стало более строгим и мужественным. Даже улыбка изменилась, она стала реже, но при этом глубже и серьезнее. Его стиль сегодня – это элегантность, уверенность и зрелость. Пак Са Джун сумел пройти путь от парня из романтических историй до актера мирового масштаба. Именно поэтому он занимает первое место в нашем топе и по праву считается одним из самых ярких примеров того,
как годы меняют не только внешность, но и саму суть актера. Каждый из этих актеров прошел свой путь перемен. Кто-то стал сильнее после тяжелых испытаний, кто-то выбрал новые роли и разрушил старые стереотипы, а кто-то сумел превратиться в настоящего мужчину, сохранив при этом свою харизму. Но самое интересное в том, что мы все, как зрители, проживаем эти изменения вместе с ними. Мы видим, как они взрослеют, и невольно сравниваем это с собственной жизнью. Ведь каждый из нас меняется со временем. Улыбка становится другой, взгляды на мир серьезнее, а опыт оставляет свой след. А теперь вопрос к вам. Как вы думаете, кто изменился сильнее всех? Может быть, вы заметили трансформацию, которую мы не упомянули? Или же вам ближе те актеры, кто сохранил в себе ту самую легкость из прошлых лет? Напишите в комментариях, потому что именно ваше мнение делает эти истории живыми. И помните, время меняет всех, и звезд, и нас самих.